Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Сегодня 13 сентября, это вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие события происходят, какие ожидаются движения сегодня на вечерней сессии, ну и вообще, какие перспективы на этой неделе в принципе грядут. Так, друзья, давайте, наверное, начнем мы с газа. Газ, всему голова, как оказалось, растет он просто безгранично, закрепляется выше 5. Ну и, соответственно, здесь открываются новые возможности для движения на 6,5. Такое движение, если оно сейчас разворачивается, оно неминуемо приведет к резкому толчку акций Газпрома и Новатэка, особенно Газпрома, который забуксовал. Так, друзья, давайте немножко мы отвлечемся по поводу сегодняшнего прогноза ОПЕК по добыче нефти в России. ОПЕК сохранила свои прогнозы по добыче нефти в России. Сегодня вышел их отчет, их прогноз обновленный. Так, ну и здесь что мы видим? В третьем квартале достаточно хорошо рос спрос на нефть из-за того, что люди путешествовали, мобильность выросла, несмотря на третью волну ковида. В целом на 2021 год ОПЕК прогнозирует в среднем, ну или средневзвешенный, наверное, все-таки это средневзвешенный, я так думаю, спрос потребления нефти в размере 96,7 миллионов баррелей в сутки, а вот в 2022 году они предполагают, что будет уже порядка 100,8 миллионов баррелей в сутки. То есть получается прирост где-то порядка 4-5%. Ну, это при том, при всем, что идет активный переход на зеленые технологии, попытки выпуска большого количества аккумуляторов, литиевых и так далее и тому подобное. Так что от нефти пока такого оперативного отказа не будет. Мало того, вот смотрите, помимо того, что идет, ну, по крайней мере, попытки активного перехода на зеленые технологии, то есть сокращение потребления угля, нефти и потом газа, есть еще и другой нюанс, который заключается в том, что есть определенные циклы изменения температуры на Земле. Вот, собственно говоря, эти циклы, они обозначены синей такой кривой сверху. То есть это отклонение температуры годовая. Далее, следующий график, зеленый, это углекислый газ, изменение его концентрации. Ну, эти измерения проводили путем фиксации концентрации углекислого газа в определенных срезах угля, которые образуются в местах вечной заморозки в определенные года. То есть вот как дерево растет, у него образуются кольца, также лед, он постепенно как бы нарастает в местах, где вечная мерзлота, там Атлантида, Антарктида. И, соответственно, можно зафиксировать, какое количество углекислого газа в атмосфере, в воздухе было там 5, 10, 100, 200, 300 лет назад, исходя из анализа этого льда. Так, ну и далее последний график, это, в общем-то, концентрация пыли в воздухе. На самом деле здесь не хватает еще одного очень существенного графика. Я вот не нашел его совмещения с этими графиками. Это активность Солнца. Но смысл здесь следующий, что на Земле по ряду причин, которые не зависят от наличия, неналичия человеческой цивилизации, происходит колебание температуры. Тут очень сложная комплексная зависимость. Это и выделение углекислого газа из-за извержения вулканов, это и солнечная активность, это и другие различные обстоятельства. И вот какой вывод из этого графика следует? Если придерживаться цикличности вот этого развития, мы сейчас находимся в фазе потепления, и эта фаза потепления в соответствии с верхним графиком, она ведет к тому, что должно пойти снижение в самое ближайшее время, то есть охлаждение. Соответственно, если начинается охлаждение, будет расти спрос на энергоносители, на газ, который используют в качестве отопления. Ну и уголь, который как бы считается величайшим злом с точки зрения зеленой энергетики. С учетом того, что сейчас имеются проблемы с тем, что газа не хватает, его физически просто не хватает, то если действительно выполняется вот это движение в рамках теплового цикла и начинается снижение среднегодовой температуры,
а не нагревание, как прогнозируют зеленые, то здесь мы получаем дополнительный виток и дополнительную помощь ценам и спросу на газ, который приведет к тому, что тогда действительно и цены на газ, и акции Новатэка, Газпрома, других газовых компаний, они просто улетят в космос. Так что вот исходя из той динамики, которая происходит по изменению среднегодовой температуры в мире, вполне может быть так, что текущая ситуация она приведет к росту и цен на газ, и спроса на газ. Ну и, соответственно, тогда «Газпром» может вполне и на 1000 в ближайший год сходить. Так, друзья, ну вот еще Китай все больше и больше дает поводов для беспокойства. Во-первых, в Китае все больше и больше отмечается охлаждение китайской экономики и, соответственно, стремление ее немножко накрениться и завалиться. Вот. Но от этого никуда, я думаю, в ближайшем будущем не деться, потому что ковидный отскок, который был, который вызвал дичайший спрос на товары производства, то, что делает Китай, он несколько себя исчерпал. Он себя несколько исчерпал, а такого мощного роста внутреннего потребления не происходит в Китае. Помимо этого, есть информация, вот насколько правильно, правдиво сообщает это Bloomberg, что в Китае уже начинаются волнения. Эти волнения, они пока носят локальный характер, они связаны с деятельностью китайского застройщика Evergrande, который фактически уже как бы второй или третий год находится в состоянии дефолта, его там китайское правительство периодически деньгами заливает. Вот. Но сейчас на текущий момент они там перестали выплачивать частным инвесторам причитающиеся деньги, там, не знаю, с облигаций, там, наверное, я так понимаю, про облигации, с облигаций все началось. И, соответственно, людей это несколько напрягло, и вот там уже вроде как идут выяснения отношений. Так, ну вот в Америке идет процесс обсуждения принятия корпоративного налога. Ну, судя по всему, его примут на уровне 26,5%. Это поднятие. Там, насколько мне известно, 21% был корпоративный налог. Но Байден-то вообще 38% предлагал. То есть здесь есть определенный консенсус, а то, что будет увеличение корпоративного налога, это уменьшит свободные финансы компании, возможности байбеков и разогрева акций с одной стороны. Но с другой стороны, там эти налоги, они абсолютно четко и прозрачно пойдут на инфраструктурные проекты, и, соответственно, предполагается, что эти инфраструктурные проекты, они, во-первых, создадут рабочие места, во-вторых, они заменят определенные бреши в американской инфраструктуре, которые отдельные дороги и коммуникации не ремонтировали со времен Великой депрессии, когда там все возводили. И поэтому определенная потребность есть в том, чтобы навести порядок по всем Соединенным Штатам. Ну и здесь все должно по логике вещей, ну по крайней мере, как они задумали, одно компенсирует другое. Увеличение налогов, оно должно привести к тому, что спекулятивный капитал перейдет в реальные активы, которые связаны с созданием, обновлением инфраструктуры. То есть это тоже своего рода такой хитрый ход, когда пытаются вот эти деньги, которые надули, их во что-то реальное превратить. Но здесь нюанс заключается в том, что дьявол кроется в мелочах и красиво пишется на бумаге, но на практике все совсем по-другому выходит. Так, ну вот ОПЕК, который мы уже обсудили, прогнозирует более сильный спрос на нефть в этом и следующем году. Ну, прогнозирует более, но скорее всего, я думаю, все равно в четвертом квартале мы увидим, когда предложение оно превышает спрос. Такая ситуация, я думаю, она возникнет в силу ряда причин, которые сложились. По газу такого, конечно, не будет. Прогнозируют холодную зиму. Тут еще и, судя по всему, цикл потепления завершается, судя по графикам, которые мы сейчас с вами смотрели. И поэтому здесь, собственно говоря, в ближайший год-два, возможно, карты в руки уходят «Газпрому» и «Новатэку», если не будет никаких глобальных обвалов. Да даже если и будут, там же все равно пузыри останутся. Их, наверное, поднадуют. Так, друзья, ну, конечно, всех интересует и волнует вопрос, что же происходит с рублем.
Что же происходит с рублем, когда будет рубль падать к доллару и евро? Ну, смотрите, здесь один из краеугольных камней курса рубля – это платежный баланс. Платежный баланс – это экспорт минус импорт. Соответственно, если платежный баланс положительный, то это значит, что валюта поступает в страну больше, чем расходуется. По крайней мере формально и по крайней мере то, что на виду. И, соответственно, мы имеем на текущий момент такой некислый платежный баланс, которого не было, наверное, вообще никогда в Российской Федерации. Даже при нефти, когда она достигала, ну, правда, в короткий промежуток времени $147 за баррель. Вот, соответственно, такой колоссальный положительный торговый баланс, но вообще при таком торговом балансе уже мы должны были бы ну, на 55, а то и на 40 рублей за доллар сходить. Но однако, как вы видите, не происходит такого движения, укрепления рубля. И здесь вопрос заключается именно в том, что происходит с российской экономикой. Потому что текущая ситуация, она не позволяет, ну, по крайней мере, по мнению финансовых властей, укрепить рубль до таких значений. То есть, скорее всего, вот у нас в ближайшее время мы, может быть, и увидим пробой 72 и движение на 70, но вероятность того, что произойдет укрепление рубля там, до 45 рублей за доллар или 32, ну, она крайне мала, она пренебрежимо мала. Потому что поставили на рельсы, когда должен быть доллар дорогой, и, соответственно, для того, чтобы, скажем так, вернуть комфортному потреблению населения, необходимо производить такие изменения, которые никто делать не будет. Так, друзья, далее, то, что касается нефти. Давайте посмотрим часовой таймфрейм по нефти. Сейчас 18:29 по Москве. Сегодня была такая движуха, связанная с прогнозом ОПЕК. Но на текущий момент мы с вами видим, что нефть, по сути, она заперта в консолидационном диапазоне. Верхняя граница уже 73,9. Нижняя граница находится в районе 72,9-72,8. Соответственно, пробой вот этого нижнего диапазона ведет к тому, что развивается коррекционный откат по нефти, у которого цель движения для начала 72,5, потом 71,8. На текущий момент вероятность такого движения невысока. Наиболее вероятно здесь продолжение консолидации в этом диапазоне и, возможно, дальнейшее движение наверх в район 74,5. Однако соты по нефти указывают, что, наверное, все-таки на этой неделе будет либо боковик, либо какой-то коррекционный откат на 72, возможно, 71,5. Вот, поэтому здесь надо иметь в виду, что на текущий момент, с одной стороны, завершился автомобильный сезон в Соединенных Штатах, а с другой стороны, есть еще фактор ураганов, но помимо этого под знаком вопроса находится Китай. Что с китайской экономикой будет в ближайшее время в среднесрочной перспективе, поскольку она начинает показывать сбои. Так, друзья, то, что касается сегодняшнего движения по нефти, я думаю, скорее всего, у нас будет консолидационное движение в диапазоне 72,9-73,5. Вот здесь вот, я думаю, мы, скорее всего, проболтаемся до конца дня. Так, по золоту вышли соты не очень хорошие в пятницу. Тем не менее, сейчас золото, оно достаточно отпадло, уперлось в очередную поддержку. 1784, это московский фьючерс на ММВБ. И у нас по золоту на текущий момент получается движение в консолидационном диапазоне. Нижняя граница это 1784 и, соответственно, верхняя граница она будет в районе 1805. Сегодня весьма вероятно будет попытка закрепиться в диапазоне 1792-1797. Вот. А вообще, конечно, вот это движение с пробоем 1792, оно должно было вести на 1750, но ему развиться не дали. Его здесь очень активно выкупили и сейчас будут гонять в консолидационном
диапазоне. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Давайте часовой таймфрейм возьмем. Сейчас очень важный момент происходит. Фактически 72,8 уже прокололи. И сейчас идет тестирование на прочность диапазона 72,65, 72,8. Соответственно, если этот диапазон будет пробит и под ним пойдет проторговочка, то у нас цель движения в ближайшее время вполне возможно коротенький задер будет на 72,5 и потом 72,15. Вот, как вы видите, рублю здесь укрепляться не дают. То есть его просто держат и затягивают доллар наверх. При таком платежном балансе, то есть такого платежного баланса, как сейчас, его не было даже в 2008 году, в 2007. И потом, когда нефть была по сотке, его тоже не было. То есть при таком платежном балансе рубль должен быть очень дорогим. Однако, как видите, этого не происходит. Весьма вероятно, вот с этого уровня, ну где-то в районе 72,8, его начинают очень активно скупать, доллар. И поэтому здесь, судя по всему, исходя из тех причин, которые есть, которые лежат в основе экономики, ну, то, что называется экономикой, будут не давать рублю, скорее всего, дальнейшее укрепление производить. Хотя, опять же, вот с моей точки зрения, пробой вот этого диапазона и закрепление под ним, оно должно вести к тому, что рубль будет укрепляться до 72,15 как минимум. Ну, посмотрим, когда мы говорим вообще о каком-то логичном поведении, техническом анализе, причинно-следственных связях, то здесь речь идет о силах, которые действуют свободно. Если вмешивается какая-то сила, которая нарушает баланс, то, соответственно, здесь все начинает подчиняться этой силе, по крайней мере, до какого-то момента, пока она себя не исчерпает. Ну, вот в данном случае рубль держит на 72,8. Есть геополитические риски, есть очень большие проблемы и дисбалансы в экономике. Соответственно, возможно, исходя из этих факторов, ему и не дают укрепляться. То есть предполагают, что что-то будет, и поэтому держат порох сухим. Но на самом деле, начиная где-то с конца августа, с 26-28 августа или 29, произошел переворот в кредитно-дефолтных свопах на Россию. И сначала начали расти короткие кредитно-дефолтные свопы на 6 месяцев. Сейчас пошел уже очень значительный и бурный рост длинных кредитно-дефолтных свопах, которые на 10, 20 и 30 лет. Соответственно, такой рост он не может не настораживать в то время, когда вроде как нефть растет, и алюминий растет, и все растет, и платежный баланс растет, и кредитные дефолтные свопы растут. Но здесь что-то явно не так, видимо, что-то в ближайшее время должно произойти. Вот. Но у нас на самом деле здесь зона риска это до начала октября. Вот если мы этот промежуток времени проходим без потрясений, то скорее всего до Нового года, там, до середины января, все должно быть тихо и спокойно. Друзья, все, что касается сегодняшнего видения, то я предполагаю, сейчас будет консолидация рубль-доллар и отбой, движение рубль-доллар на уровень 72,8, 72,85 и попытка закрепиться в этом диапазоне. Что касается российских акций, Газпром и Новатэк в таком раскладе становятся, ну, можно сказать, козырными тузами или королями. Вот, наверное, даже Газпром, потому что если эта раскладка с окончанием потепления, она развернется, то газ он просто может улететь в космос. Ну и как следствие цены на акции Газпрома и, возможно, в том числе и Новатэка. Друзья, ну, в общем-то, все, основные моменты, основные новости. Спасибо за внимание, успешных торгов.